Сидячая работа меня разрушает. Она убивает меня буквально. Об этом я узнал на последнем обследовании МРТ, когда врач посмотрел на результаты моих анализов. Я знаю, что сидячая работа вредна, мы все это знаем. Но что с этим делать? Кажется, я нашел решение, буквально не отходя от компьютера. В этом видео я сделаю честный обзор на беговую дорожку для ходьбы, модель Genau Stride X. Расскажу про свой первый опыт использования и причины, почему я ее купил. Все началось с одного видео на YouTube несколько лет назад. Я увидел у парня стол с подъемным электромеханизмом. Это такой стол, который регулируется по высоте, и можно работать за ним сидя или стоя. Я увидел такое, захотел себе, купил. Тогда у меня еще был офис в Казани. Я купил его, поставил, и там меня ждало первое разочарование. Потому что, как оказалось, работать стоя неудобно. Ноги затекают, хочется все время как-то подвигаться, и от долгого стояния болит поясница. То есть я хотел уйти от болей в спине, стал работать стоя, и меня ждали боли в спине от долгого стояния. И в итоге за тем столом я все чаще работал сидя. Сейчас я перебрался в Ташкент, здесь у меня в офисе не было стола с подъемным механизмом, но я захотел его еще раз купить с одной поправочкой. Я увидел у ребят, что они ставят под такие столы маленькие компактные дорожки для ходьбы. Это дорожка, которая позволяет идти во время работы. Мне показалось это гениальным, вот для этого мне нужен был стол снова с подъемным механизмом, я его купил и заказал себе вот эту модель дорожки. Называется Genau Stride X. Почему именно ее? Есть несколько причин, и у меня было несколько страхов и опасений, и я про них сейчас расскажу. Первое. Мне нужна была компактная дорожка, то есть маленькая, которую можно поставить под стол, и у которой нет вот этой большой рукояти, за которую нужно держаться. Здесь она есть, она складная, то есть ее можно достать, и там можно даже настроить LED-дисплей, то есть будет монитор, полочка для телефона и все такое. Это на случай, если бы она стояла, например, где-нибудь в комнате. Но я хотел ее поставить именно под рабочий стол, поэтому мне нужна была такая модель, у которой либо нет ручки совсем, либо у которой ручка убирается вниз, аккуратно складывается. Одним движением, кстати. Без дополнительного инструмента. Так вот, мне не нужна была большая дорожка, как в фитнес-центрах, которая огромная, мощная, потому что она бы тупо не влезла под рабочий стол. Это влезает. Второй пункт, для меня самый, наверное, важный, это шум. Точнее, шумоподавление. Здесь у этой модели есть такая технология, называется Silentec. Это шумоподавление. И материалы здесь такие, которые позволяют сгладить максимально этот эффект шума от работы беговой дорожки. И, если честно, я был в шоке. Потому что мне важно, чтобы на Zoom-созвонах, на записи видео и в целом при работе не было слышно этой дорожки, чтобы я не мешал соседям. И она не шумит. Она работает очень тихо. Вот я сейчас записываю видео, вы ее вообще не слышите, потому что стоит легкое шумоподавление на микрофоне, но точно такое же у вас работает в Zoom шумоподавление. Но она в целом работает тихо. Эффект примерно такой, как будто бы летом в жару вы включили немножко вентилятор, и вот вы слышите его присутствие, но это вам не мешает. Это примерно вот так тихо. То есть второй пункт – это шумоподавление. Третий – мобильность. То есть компактность уже в первом пункте было, но здесь мобильность. То есть именно возможность переместить ее куда угодно. Я сделал перестановку в офисе таким образом, чтобы стол стоял напротив окна, а под окном у меня батарея. И под эту батарею прям идеально заезжает эта дорожка. Я ее отодвигаю и могу сесть, подвинув свое привычное кресло. Все. То есть я получил возможность на ходу работать, при этом в любой момент отодвинуть, сесть. То есть для меня практически ничего не меняется. Но я начинаю больше двигаться. Это полезно. Еще мое опасение, и многие друзья мне тоже сказали, что невозможно работать на ходу. Мне сначала так говорили про то, что невозможно работать стоя, потому что стоя печатать неудобно, стоя думать неудобно, удобно думать сидя. Но вспомните, вы когда гуляете в парке, приходят какие-то классные мысли. Когда вы гуляете в парке, вы можете одновременно говорить. И вообще в целом, когда вы гуляете, вы
по-прежнему полноценный человек. Но вы же, когда гуляете в парке, вы не печатаете на клавиатуре, правильно? И здесь у меня было вот это вот сомнение, что я буду печатать и не смогу печатать, когда иду. Могу, на самом деле, как выяснилось. То есть на медленной скорости 2,5 км в час печатать можно. На большей скорости не очень комфортно, но посмотрите мой выпуск про диктовку, потому что сейчас я практически не печатаю, у меня есть вот это и нейросети. Я диктую в микрофон все свои мысли большим бурным потоком, а знаки препинания, абзацы, списки, все формируется автоматически от надиктованного текста. И в последнее время моя работа, она связана с нейросетями, и всю мою работу практически делают нейросети в последнее время. И поэтому мой рабочий процесс стал в последнее время выглядеть так. Я даю задачу нейросети и жду, когда она закончит работу. Жду я обычно сидя. И я в какой-то момент понял, что у меня уже жопа квадратная, просто потому что я все время сижу и жду, пока закончится очередная задача. А теперь я не жду, я просто в этот момент иду. То есть я дал задачу нейросети, я жду, когда она напишет очередной скрипт, очередную команду или очередной текст, и продолжаю идти. За день полезно нашагивать 10 тысяч шагов примерно. Вот сейчас я записываю это видео, и у меня уже 1800. Хотя в обычный день было бы что-то типа 300 шагов. Дошел до машины, довез себя до офиса, сел и, собственно, все. Вот, по техническим характеристикам. У этой модели скорость варьируется от 1 до 10 км в час. То есть 10 км в час – это уже прям бег. Но есть один нюанс. Я вешу на данный момент 106 килограмм. Это много. Я очень набрал за последнее время. Я знаю об этом. Не пишите об этом в комментариях. Хотя, если хотите, пишите. Короче, люди, которые меня знали с весом поменьше, они мне говорят: ты набрал. Спасибо, я знаю, у меня дома весы. Так вот, я с этим весом очень переживаю за сохранность этой машинки, и поэтому не собираюсь на ней бегать. Но продавец уверил, что этот вес она выдержит спокойно. И у нее есть система стабилизации, система амортизации, то есть чтобы беречь колени во время бега. Но, наверное, ключевое, что я не планировал на ней бегать. Это возможно и только в будущем. То есть сейчас, после распаковки, я пока на ней не бегаю, я только хожу. Для задач, когда мне нужен мой голос, я хожу на скорости 2 км в час. Для задач, когда мне голос мой не нужен, я могу идти на скорости побольше. И есть вот такой пульт, который позволяет это все регулировать. То есть я просто здесь могу нажать старт-стоп на паузу и могу управлять скоростью. Все, здесь больше ничего не нужно. Внизу есть индикатор, экран, который показывает текущую скорость, время, дистанцию и калории. Калории, если честно, для меня бесполезная информация, но если бы там были, например, шаги, количество шагов, то было бы поинтереснее. Но есть что есть. Здесь есть регулируемый угол наклона, по-моему, но я все еще его не заюзал. Это прямое включение с монтажа. Я все уже отснял, начал монтировать и понял, что не выставлял здесь угол наклона, хотя здесь есть вот такие ножки, которые можно выставить с одной, с другой стороны, и дорожка будет под наклоном. Ну и стол надо поднять. Угол наклона такой хороший, не сильно большой, но тем не менее. Вот. И можно ходить уже под наклоном, как будто бы немного в гору. Классная тема, я ее не сразу нашел. Теперь про эффект. Мне, если честно, сначала казалось, что ходьба это, камон, это не такая физическая нагрузка. Что там, какие мышцы напрягаются? Бедра, ягодицы, ладно. И через 2 дня после этой ходьбы я почувствовал вот эту вот приятную боль в мышцах от ходьбы. То есть как будто бы я очень много ходил. Так и было. И я думал, что на дорожке и вживую ходьба это все равно отличается. Оно так и есть. Но на самом деле мышцы крепнут. То есть я понял, что теперь, когда я хожу, я, как бы странно это ни звучало, увереннее иду. То есть я чувствую, что мышцы начинают постепенно укрепляться. Учитывая, в каком желеобразном я состоянии пребываю последние несколько лет, для меня это офигенный сдвиг. Вот. Теперь про бренд и про модель. Это бренд Genau, то есть это немецкий бренд.
Всегда немецкое ассоциируется с немецким качеством, так уж мы устроены. Когда я выбирал, я просмотрел все доступные площадки здесь, в Узбекистане. Это Узум, Яндекс.Маркет, OLX, Озон. Практически на всех площадках при выставлении фильтра «Новые» есть вот эти машинки. То есть это доступно, это можно купить буквально одним днем. То есть сегодня заказал, завтра привезли. Я старался уложиться в бюджет до 3 миллионов сумм, это примерно 25 тысяч рублей. У этого бренда больше всего отзывов было, больше всего обзоров, поэтому выбор пал на него. Конкретно эта модель, я выбирал между моделькой с ручкой и без ручки. Мне важно было, чтобы была скорость для ходьбы достаточная. Важно было, чтобы вес выдерживала. Она выдерживает. У нее есть все системы стабилизации для сохранения там моих коленей, моих суставов. В итоге я, довольный как слон. Я бы хотел записать еще одно видео через год использования этой дорожки, потому что на длинной дистанции будет понятно, превратилась она в вешалку для белья или нет. Кстати, это один из пунктов, который был для меня тоже важен, чтобы она не превратилась в вешалку для белья. Мне нужна была без ручки беговая дорожка и в том месте, где я чаще всего бываю. То есть, если бы она стояла у меня в спальне где-нибудь или дома, там я бываю редко, я бы на ней практически не ходил. Но так как она стоит у меня в офисе, в том месте, где я чаще всего бываю, в том месте, где я дольше всего нахожусь, напротив моего монитора, то я просто между делом даже могу ее вытащить и пойти. Весь этот выпуск, все дубли, я снял на этой дорожке. Идти и говорить довольно сложно. Я думаю, что вы это почувствовали в течение этого видео, но это еще и тренирует дыхание, поэтому считаю, что полезно. Если вам понравился этот обзор, то влепите лайк, я старался, делал эти подсъемы. Для меня это необычный контент, я записываю в этот раз не экран, а свое лицо только. Поддержите меня, задавайте вопросы в комментариях под этим видео, подпишитесь на канал, здесь я рассказываю про нейросети, работу за компом, про софт и про все такое, про бизнес, работу и жизнь. Меня зовут Артем Исламов, это канал Лысый из браузера. До скорой встречи в следующих видео. Пока.